Привет, друзья! Меня зовут Анна Тумерова. Сегодня я предлагаю сделать вот такую огромную гвоздику своими руками. Очень давно вы меня просили сделать большие цветы, показать, как их делать, как делаю их я. Именно гвоздичка, по-моему, сейчас очень актуальна на майские праздники, поэтому берите гофрированную бумагу, некоторые материалы и приступайте вместе со мной творить вот такую гвоздичку своими руками. Думаю, у вас уже появляются идеи, куда можно применить такой цветок. И как минимум на парад, на 9 мая, он будет очень изысканным вариантом. И для того, чтобы сделать нам такую гвоздичку, берем красную гофрированную бумагу и вот такую вот трубу с металлической вставочкой внутри. Алюминиевая специальная металлическая вставочка, которая помогает этой палочке гнуться так, как нам надо. Я же буду ее использовать абсолютно ровной сейчас, а если вдруг нужно будет ее согнуть, мы всегда этот стебель можем согнуть. Теперь я беру красную гофрированную бумагу, и из нее мне нужно вырезать вот такие отрезки длиной 20 см и шириной 7 см. Именно из таких отрезков я сейчас и буду делать лепестки. Таких лепестков нам нужно будет достаточно много. Всю серединку цветка нужно будет закрыть именно такими лепестками, поэтому я нарезаю нужное количество этих лепестков. Сначала отрезаю гофрированную бумагу определенной ширины, потом складываю это все и нарезаю сразу по 4 лепесточка, так процесс будет гораздо быстрее. Теперь беру сразу по 4 заготовки, снизу я начинаю отрезать на 1/3 уголочки, придавая форму лепестка. С другой стороны делаю то же самое. Сверху немножко убираю уголочки, совсем чуть-чуть, для того, чтобы округлить лепесток. И у этих лепестков я вырезаю вот такие треугольники. Формирую вот такой ребристый край. Здесь не обязательно все зубки лепестков делать одинаковые, пусть они будут разные, треугольчики вырезайте разной глубины, разной ширины, пусть они будут не такие одинаковые, это будет смотреться эффектнее. И после этого я теперь каждый лепесточек начинаю растягивать. Растягиваем аккуратно, чтобы не порвать бумагу в тех местах, где мы вырезали треугольники. В этих местах она может быстро порваться, поэтому растягиваем аккуратно. И делаем множество таких лепесточков для нашего цветка. Именно они будут составлять базу самого цветочка. Приготовила множество лепесточков, их у меня сейчас 45 штук, и теперь с ними начну собирать цветок. Если вдруг лепестков не хватит, добавлю еще. Собирать эти лепесточки я буду прям сразу на ствол, поэтому беру ствол и начинаю к нему приклеивать лепестки. Наношу на лепесток клей на 1/3 нижнюю и приклеиваю вокруг ствола. Для начала мне нужно ствол полностью закрыть. И в идеале, чтобы ствола не было видно. Поэтому в середине лепесточка прямо над стволом я на лепесток наношу термоклей и приклеиваю его вот таким образом. Полностью закрываю лепесток так, чтобы сверху, если вдруг кто-то будет глядеть, не было видно никакой основы у этого цветочка. И уже к этой основе я приклеиваю остальные лепестки. При том, что приклеиваем их хаотично. Часть приклеиваем вот так вот в сторону центрального, а часть приклеиваем в разные стороны. Лучше всего здесь на самом деле даже сделать немножко по-другому. Приклеиваем лепестки друг с другом в хаотичном порядке, при том, что если говорить о гвоздике, лучше всего, чтобы лепестки были немножко на разном уровне. Некоторые лепестки пусть будут повыше, а некоторые пониже. Так будет смотреться серединка гораздо лучше. Поэтому очень сильно за высотой лепестков мы не следим. Делаем в разнобой. Вот такие заготовки, сразу по несколько лепесточков. Можно по 10 штук примерно приклеивать к основе, к одному лепестку. И потом их приклеивать уже к основе. Делаем вот такие заготовки и приклеиваем их к основе. Обильно наношу термоклей сейчас на этот большой лепесточек и приклеиваю вокруг центра. И получается такая серединка. И так я продолжаю приклеивать лепестки, доводя до того диаметра, который меня устроит. Мне нужно сделать цветочек примерно 40 см в диаметре. Итак, я собираю следующие заготовки и приклеиваю их также вокруг серединки. Получились вот такие пучки с лепестками. Теперь их буду приклеивать вокруг цветочка. Для этого беру ту серединку, которую я уже приготовила. Беру лепесточек, заготовку с лепестками, да, где мы уже приклеили сразу несколько лепестков. По низу наношу термоклей и приклеиваю к этой заготовке с одной стороны. И сразу в одну сторону у нас получается такой объем. Хорошенько держу какое-то время, чтобы клей успел зафиксироваться. Потом беру следующую заготовку. Также по низу наношу термоклей и приклеиваю рядышком по кругу. Мы видим, как сейчас объем прибавляется в нашем цветочке. Я заготовила 5 таких заготовок, и все эти 5 заготовок я приклею к цветку. Главное, чтобы они равномерно распределились вокруг середины. Теперь держу плотненько и жду, пока клей зафиксируется полностью. Здесь можем их расправить немножко в разные стороны, если вам нужно это сделать. Но самое главное, это для начала их приклеить.
У нас получается сейчас вот такая серединка гвоздики. На такую серединку у меня ушло 60 лепестков. По бокам пока это выглядит вот так. Здесь мы будем сейчас приклеивать еще лепесточки. И потом пойдет еще внешний круг лепестков. Теперь из гофрированной бумаги красного цвета я отрезаю полоску, равную 25 сантиметров длиной и 10 сантиметров шириной. Следующие лепестки у меня будут вот такого размера. Поэтому делаю множество сейчас лепесточков 25 на 10 сантиметров. Эти лепесточки я складываю пополам. Снизу на 1/3 убираю немножко толщину за счет того, что убираю уголочек. Сверху слегка его закругляю и делаю такие же треугольнички по верху. И после этого лепесточек растягиваю буквально чуть-чуть по самому верху. К низу сильно не спускаюсь. Именно в самом верху он у меня должен быть такой растянутый. Можно сделать немножко по-другому. Снизу убираем уголочек, кверху уголочек убираем, закругляем вверх, растягиваем его сначала, а потом делаем такие надрезы. За счет таких надрезов уголочков сверху у нас будет немножко побольше, и лепесток будет более такой махровый. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Первый делается немножко быстрее, во втором верхушка получается более аккуратная. И делаем такие лепесточки для того, чтобы обклеить серединку. И еще один момент: старайтесь в самом верху уголочки делать разной глубины, разной величины, и в деле это будет смотреться лучше. Наготовила лепестки, здесь их 15 штук, и теперь буду приклеивать вокруг цветочка. В первую очередь мне нужно с этими лепестками сделать красивый круг из тех лепестков, которые уже есть. Поэтому приклеивать я буду каждый лепесточек по отдельности. В самом низу углом буквы В наношу термоклей и приклеиваю примерно вровень с теми лепестками, которые в самом крае. Задача, напоминаю, первостепенная, это сделать красивый круг. И только потом я уже буду формировать внешние лепестки. Для того, чтобы сделать красивый круг и также хаотично, чтобы они немножко располагались, часть лепесточков можно приминать, можно приклеивать немножко по-другому. Смотрите так, чтобы это гармонично смотрелось в вашем цветочке. А для того, чтобы лепесточек ложился более объемно, здесь в самом низу можно немножко присбаривать, и тогда лепесток ложится более объемно. Это еще одна хитрость. И сейчас получается вот такой цветочек. Теперь начинаем делать внешние лепестки. Для того, чтобы сделать внешние лепестки, первое, что мне нужно делать, это обклеить снаружи вот так вот лепесточками один ряд. Я ставлю заготовочку вот таким образом, и один ряд я делаю так, чтобы практически до самого стола доходили лепесточки. Примерно на 2 сантиметра выше, чем другие лепестки. Для этого беру сам лепесточек, по низу вот так вот наношу термоклей, примерно на 1/3, и приклеиваю так, чтобы этот лепесток был ниже, чем предыдущие. И так я делаю один ряд лепестков. Здесь лепестки такие же размером 10 сантиметров шириной и 25 сантиметров длиной. Просто приклеиваем мы их немножко пониже, чем предыдущие, нахлестом друг на друга. И получается вот такой край. Край, выходящий за пределы предыдущего слоя. И вот такой сейчас цветочек получается. И для того, чтобы укрепить внешние лепесточки, которые у нас вот таким образом стоят, я предлагаю сделать еще один ряд лепестков, только в этот раз мы его будем делать немножко пониже. Так мы создадим и более махровый край, и более устойчивые внешние лепесточки, которые у нас здесь стоят. Итак, целый круг я делаю из таких лепесточков, при том, что лепесточки приклеиваю также нахлестом друг на друга. Примерно на половину предыдущего лепестка я приклеиваю следующий. И у нас получаются вот лепесточки приклеенные повыше, чем предыдущие. Это будет смотреться очень эффектно. Сверху эти лепесточки будут чуть-чуть виднеться, и при том, что они будут давать дополнительную опору тем лепесткам, которые самые длинные. Теперь по цветочкам нам нужно сделать основание цветка. Если посмотреть на гвоздику, то здесь есть такое утолщение, которое нам нужно сейчас сымитировать. Его можно сделать при помощи пеноплекса, пенопласта. Я предлагаю сделать это при помощи гофрированной бумаги. Придется немножко повозиться, но результат того стоит. Длину этого основания я буду делать 15 сантиметров. И эти 15 сантиметров я разделю на две части. Часть у меня будет заходить сюда на цветочек, примерно на 7,5 сантиметров до сюда. И часть будет вот до сюда. Можно даже примерно себе нарисовать ручкой или сделать небольшую такую полосу из клея для того, чтобы понимать, докуда нам нужно сделать основание. Оно должно быть примерно 10 сантиметров толщиной. Откладываем цветочек в сторону и берем гофрированную бумагу зеленого цвета. И из этой гофрированной бумаги я отрезаю полоску, равную 7,5 сантиметров.
Отрезала такую длинную полосочку, и теперь ее растягивая, я буду приклеивать к стеблю, начиная с того места, где я сделала границу. От этого места я буду приклеивать вверх и вниз. Для начала мне нужно здесь сделать хорошее такое основание. Периодически я буду наносить термоклей прямо на гофрированную бумагу, для того, чтобы он у нас хорошо держался. Так я немножко захожу уже на сами лепесточки и начинаю соединять лепесточки с основой. Теперь спускаюсь вниз. Я вижу, здесь идет утолщение, поэтому я спускаюсь вниз. И внизу мне нужно сделать такое же утолщение, как и сверху. При этом я стараюсь не спускаться ниже, чем та полоска, которую мы с вами сделали. Этого основания нам пока мало. Надо сделать еще, поэтому беру еще полоску гофрированной бумаги и продолжаю наматывать. Здесь у меня сейчас ушло 5 метров гофрированной бумаги шириной 7,5 сантиметров. Я думаю, намотаю еще 2,5 метра, так, чтобы был плавненький такой же красивый переход, как здесь. Знаете, глядя на этот цветочек и на это основание зелененькое, мне кажется, что нужно добавить еще немножко толщины, и поэтому я решила намотать еще 4-ю полоску длиной 2,5 метра на это зеленое основание, чтобы его сделать немножко потолще. И в этот раз я уже не буду подниматься сюда высоко, мне главное вот эту часть сделать потолще, чем она есть сейчас. Таким методом можно наматывать гофрированную бумагу сколько угодно и добиваться именно той толщины, которая вас устроит. Но если вы делаете очень толстый, то лучше всего взять за основу какой-нибудь пеноплекс или бутылку пластиковую, да, и ее взять за основу. А из пеноплекса или пенопласта можно делать в абсолютно любую форму, любую основу, которую вам надо, и любой толщины. Они очень удобные и очень экономичные в этом случае. Все, я его сделала потолще, и толщина у меня теперь получилась 10 сантиметров, как я и планировала. И теперь нам нужно обернуть это все гофрированной бумагой и сделать более красивый внешний вид самого цветка с нижней стороны. Для этого отрезаю гофрированную бумагу 15 сантиметров высотой. Из нее делаю заготовки шириной по 5 сантиметров. И эту заготовку я складываю пополам, и на 1/3 сверху я ее вот так вот заостряю. Получается такая заготовка, немножко я ее выгибаю, совсем чуть-чуть, чтобы получился вот такой изогнутый край. Делаю это совсем немножко. И вот такие заготовочки я делаю для нашего цветка, чтобы создать красивый внешний вид плодоножки. На листочек я наношу термоклей на 2/3 листочка и приклеиваю вот так вот вокруг цветочка. Приклеиваю так, чтобы на предыдущий листок попала всего лишь небольшая часть листочка. Нахлёст у меня получается совсем маленький. И так по кругу я приклеиваю нужное количество чашелистиков. Получилась вот такая серединка. Обрабатываем всю остальную ножку. Беру отрезок зеленой гофрированной бумаги 27 сантиметров длиной, 15 сантиметров шириной. И этот отрезок я складываю пополам и вдоль двух краев наношу термоклей, приклеивая два края друг с другом. Делаю вот такой цилиндр из гофрированной бумаги. С одной стороны я его немножко растягиваю, совсем чуть-чуть. После этого я беру цветочек, и на цветочек через трубу мне его нужно надеть на эти листочки. Вот таким образом. Для того, чтобы он склеился, сюда я наношу термоклей. И теперь аккуратненько спускаю. У нас получилось вот такое основание, абсолютно красиво, аккуратненькое. Здесь с внутренней стороны вот так вот я наношу термоклей и все это фиксирую руками. Жду, пока застынет. У гвоздики, кроме листьев под самими лепестками, есть еще небольшое количество листьев вот здесь, в самом низу плодоножки, на переходе на стебель. И поэтому их мы тоже будем делать. Для таких листочков я беру гофрированную бумагу длиной 8 сантиметров и шириной 4 сантиметра. Из нее делаю такие листочки. Складываю пополам заготовку, и кверху я ее немножко заостряю, так, чтобы было острие. И его вот так вот выгибаю, так, чтобы сюда у нас приклеились листочки. И вот здесь вот по самому низу я его и приклеиваю. Итак, в круговую я приклеиваю такие листочки по самому низу основы. По кругу у меня умещается 5 таких листочков, и этого достаточно. Для того, чтобы обклеить ножку, я беру гофрированную бумагу 5 сантиметров шириной и вот так вот в круговую начинаю ее приклеивать. Сначала захожу на сами листочки, наношу термоклей и вот так вот приклеиваю бумагу. Не забываю нанести и на сам стебель, для того, чтобы там тоже все хорошо склеилось. И так плавненько перехожу на сам стебель. Сначала делаю первый круг, абсолютно ровный и аккуратный, и после этого я начинаю переходить ниже.
Не забываем периодически наносить клей на стебель тоже, чтобы гофрированная бумага у нас не раскручивалась в обратном направлении. И так оборачиваю весь стебель. И сейчас получается вот такой цветок и вот такой стебель. Осталось этому стеблю сделать листочки. Листочки у гвоздики особенные и делается на самом деле очень легко. Покажу сейчас, как их делать. Беру две вот такие заготовочки длиной 15 сантиметров и шириной 3 сантиметра. И склеиваю их друг с другом. Наношу обязательно посередине и вот так вот в форме листочка. Сверху накладываю другой листочек. Так я склеиваю для того, чтобы листочек получился более прочный, чем один слой гофрированной бумаги. Снизу я его так вот сужаю, кверху я его заостряю. Получается вот такой листочек. Можно его немножко согнуть. И этот листочек мы будем приклеивать по цветочкам. Беру цветочек и на расстоянии 15 сантиметров отсюда я приклеиваю два этих листочка напротив друг друга. При желании можно их вот так вот согнуть, и они будут прям как настоящие листья гвоздики. У нас получилось вот так. Другие листья по длине я делаю точно таким же способом, только длину я беру уже 25 сантиметров, ширина та же самая. Посередине наношу термоклей. На этот клей я накладываю проволоку, тонкую проволоку 0,5 мм толщиной, и точно так же наношу клей по краю и закрываю второй частью бумаги. Хорошенько все склеиваю, жду пока он остынет. Для этого придавливаю, чтобы клей разровнялся и был ровненький. Лишнюю проволоку мы убираем и формируем листочек. Красивую форму листа, который нас устраивает. Листья гвоздики длинные, вытянутые. И вот такой листочек у нас получается. Его можно сложить, согнуть, как нам надо, и он будет стоять именно так, как нам нужно. Делаем два таких более длинных листочка. И теперь эти листья нам тоже нужно приклеить. До того, как мы их приклеим в самом низу, здесь по низу, под этими двумя листьями, я наношу термоклей и обматываю их гофрированной бумагой. Так я скрываю начало листьев и соединяю их со стеблем, чтобы было как единое целое. Так я обматываю стебель до того уровня, где мне нужно приклеить следующие листья. И следующие листья я приклеиваю между листьями предыдущими, крест-накрест. Наношу сюда термоклей и приклеиваю листочек. Сверху наношу еще термоклей, закрываю этот листочек сразу бумагой. Переворачиваю и напротив того листочка с другой стороны точно так же приклеиваю другой лист. И теперь наматываю гофрированную бумагу до самого низа. И после того, как мы полностью обмотали весь стебель, эти листочки можно тоже загнуть вот таким образом. И у нас получается такой красивый ствол с листьями. Вот такой вот великолепный цветочек. И с этой гвоздичкой можно делать все, что угодно. Можно сделать красивые фотосессии на 9 мая, можно сделать частью колонны или атрибутом колонны, парада, да. Фантазируйте, применяйте его так, как вам больше нравится. Я уверена, у вас уже появились идеи, куда его применить. А я же с вами прощаюсь. В этот раз мы с вами сделали вот такой огромный цветочек своими руками, гигантскую гвоздику. Творите, мастерите, радуйте свое окружение, и до скорой встречи. С вами была Анна Тюмерова. Встретимся в следующих мастер-классах. Пока-пока!